Так, всем утро доброе на канале Беларусь-Германия. Вчера хорошо прошла дегустация пива. Можете посмотреть в видео прошедшем. Сегодня у нас какие планы? Так, где мой кофе? Где мой кофе? Сегодня сейчас ждем жену. С дежурства позвонила, сказала, там надо еще брифы подиктовать. Ну вот в 9 она заканчивает, еще немножко задержится. Сейчас попью кофейка, детям сделаю кашу. И сегодня в хале, как это сказать, ярмарка вакансий, ивент такой, я даже не знаю, как это назвать. В общем, съездим посмотрим. Я с женой уже поговорил, говорю, слушай, ты же там поспать, наверное, не получилось у тебя ночью. Она говорит, ну, конечно же нет, на дежурстве не поспишь. Но, говорит, ладно, там выходные, поэтому или я ее дома с детьми оставлю, сам съезжу, или съездим всей бандой. Но пока кофе. Кстати, кофе закончился нормальный. Приходится пить то, что есть. И детям кашу. Кстати, заодно хочу вам задать вопрос. Что у вас дети едят по утрам? У нас каждое утро это овсянка с молоком и нутеллой. И это вот мы едим ровно с 2020 года, с января, когда мы сюда все переехали. Вот каждый день. Я бы что не пытался другое делать. Вообще ни в какую не заходит детям, только вот овсянка. Все. Напишите в комментарии, что ваши дети едят по утрам. Потому что я тоже хочу что-то изменить, но ни в какую. Они не идут на эти компромиссы. Отказываются. Кстати, насчет кофе я понял, что я не могу пить абы что. И меня это подбешивает немножко, потому что я много сортов уже перепробовал. Предпочтение пока что отходит Чиба. Но я думаю, что-нибудь еще такое хендмейдовское. Ну, от небольших заводиков попробовать покупать. Но вот мне надо, чтобы кофе было с ярко выраженной кислинкой и ароматом. Вот горечь вот вообще ни в какую не заходит, я не знаю. Так что, завернуло меня на кофе очень сильно. И вот я, допустим, сейчас мой закончился, любимый сорт, и я пью то, что было. И так себе это утро, я вам скажу. Итак, как, собственно, выглядит приготовление каши с утра, каждого утра? Овсянка, молоко 3,5%, тоже на глаз. И в микроволновку на 2 минуты. Так, все. Каша у нас готова. В микроволновке. Масло. Постоянно забываю с морозилки его достать. Так. Чтобы не слиплось. В общем, все. Каша у нас уже готова. Теперь, собственно, можно заняться и кофейком, так как чайник остыл немножко. Ну, этот обряд, наверное, уже все знают мой. Сначала фильтр промываем, засыпаем, заливаем, немножко ждем и завершаем. В принципе, все. 300 миллиметров. 300 миллилитров как раз где-то и получится. Так, только б не разлить, пока дети кушают. Немножко вам расскажу, куда я сегодня собираюсь ездить. Будет такая ивент-площадка, где соберется много там представителей каких-то, кто может дать работу. Также будут представители Arbeitsamta, это у нас это вот бюро трудоустройства, наверное, по-русски. Вот хочу их попытать походить, там типа, если мне делать здесь образование, могу ли я получить финансирование, потому что много интересных вопросов, которые меня интересуют в плане там дальнейшего развития здесь в Германии. С работой у меня как бы уже есть варианты. Но хочется вот сегодня, наверное, распечатаю свое резюме, просто похожу, мне самому интересно, так как без опыта, с моим немецким. Вот. Просто похожу с людьми, пообщаюсь, поспрашиваю, могу ли я у вас тут работать, что для этого надо, что для этого надо. Самого интересует эта тема, и думаю, эта тема также будет интересна вам. Так что вот, надеюсь, жену дождусь с работы. В общем, я думаю, будет, наверное, интересно. Также у нас сегодня еще в планах съездить на Einkauf, затариться, то, что мы делаем раз в неделю, поехать в Kaufland, закупиться, потому что у нас холодильник пустой. В общем, не знаю, попробуем, наверное, съездите с нами, ну или посмотрите, что мы там купим. Так что ладно, я пока что пить кофе и скоро встретимся. Так, жена немножко изменила планы, я ее забрал, и она говорит, поехали сразу затаримся, поэтому затарились. В итоге, что там по деньгам у нас получилось? На 123 евро. Сейчас попробую. Это что?
Спасибо, выкидывай. Сейчас попробую все это раскинуть на стол и... Может, что-то же по ценам побываем. А? Ну, уже выкидывай, да. Кофе. Так, самое главное, вино по евро 11. Почему мы полюбили это вино? Когда бываем в Хорватии, постоянно там пьют белое вино с минералкой. И вот это очень-очень приближено к тому, чем мы там наслаждались. Бутылка, литр этого вина стоит евро 11. Я знаю, что это самый такой какой-то дешман, но оно настолько вкусное, нагазированное. И мы его просто вот постоянно. Это вот, ну, не каждый день в смысле, а постоянно по выходным. Не подумайте ничего. Моя любимая свининка, сразу готовые стейки. Сегодня стоили 2,66 за 794 грамма. Были 3,80, но стали на акцию. Так, это для веса набора. Так, ну и пиво, потому что я еще не решился, что я буду пить вечером, вино или пиво. В итоге вся эта поляна, вот что видите, да? Молоко мы берем сразу паками такими большими, это удобно, в кладовку закинул и все там, ну, как бы на месяц, может на 2 недели, может на 3 хватает, в общем, хватает надолго, чтобы не бегать все время там по 3 пачки. Так, за все это, еще раз повторю, мы отдали 123 евро. Паулайнер, ящичек паулайнера, вот этот вот, 6 бутылок по 0,3, 4,80 стал, огурцы по 69 центов. Кстати, подорожали немножко, у нас постоянно цена плавает за огурцы. Они то по 49 центов, то по 69 центов. Так, авокадо. Виноград, кстати, зеленый, полкилограмма по 99 центов. А который вот красный, тот у нас стоил... Так, красный евро 79, а зеленый 0,99. Колбасы, в общем, много чего тоже на акции набрали. Стоило евро 2,49, стало евро 74. Что-то где-то еще было долго искать. В общем, вот такая поляна, как я и рассказывал, в среднем в Германии на семью, вот нам этого хватает с лихвой на неделю. Молоко плюс останется намного дольше. Алкоголь тоже, это не на одни выходные. Мясо мы сегодня сильно не брали, потому что нам надо еще морозилку разморозить. Как я говорил, плюс-минус 150 евро на неделю на семью из 4 человек. Паприка, кстати, если тоже, ладно, 2,09 стоит за 500 грамм. Салат я взял на акции, кстати. Стоил евро 99, стоит 99 центов. Вот сейчас я его заправлю. Тут такое. Шинкану туда еще мясца. И можно жить, припевать. Что вам еще рассказать? Все просто. Ладно, буду грузить сейчас по холодильникам, по кладовкам и собираться в путь-дорогу. Жена решила остаться дома с детьми, потому что, мне ее жалко с собой тянуть. Она ночью не спала, тяжелый очень день был. И мучить ее, я понимаю, она будет ходить без настроения, полусонная. Но это мучить себя, мучить ее. Пускай лучше останется с детьми. Хотя, честно, иногда остаться с детьми, они иногда дьяволы. Я шучу. Хорошие, великолепные дети, но иногда... Так что, кажется, она больше отмучается, оставшись с ними. Это ей не будем говорить. Так что жена остается дома, я сейчас все собираю и едем на эту ярмарку вакансий. Так, все, добрались, даже парковочку нашел. Пойдем посмотрим, что там где происходит.
лучше бы я на стрит-фуд-фестиваль бы какой-нибудь съездил. Ну да, все прикольно, в основном такие профессии, все там электрика и что-то связанное с ручным трудом. И самое интересное, самое большее скопление людей возле стенда полиции. Ну, здесь полицию любят, все уважают. Ну, я в это верю, как бы. А так, ну, не знаю. Были представители бюро трудоустройства, подошел, говорит, так и так, вот у меня есть такое образование, показал. Окей, вам там надо прийти к нам, вы можете сделать дальше обучение, это может профинансировать город, кстати. Так что или найти какое-нибудь тоже предложение от работодателя с обучением там или с практикой, прийти к нам, мы тоже это профинансируем. Очень интересная идея, попробовать IT-курсы поискать, взять предложение на Ongibot и прийти к ним, послушать, что они скажут. Он сказал, как бы я за это не отвечаю толком, за денежное, ну, за финансирование, но пробуйте, типа, стоит. Ну так, немного. Пойду еще прогуляюсь тут что-то рядышком. В основном это вот выгодно, кто закончил школу и сюда прийти, тут как бы тебе подскажут, расскажут, что какая из компаний тебе дает, какое образование тебе могут дать. А так именно как по поиску работы, тут ничего интересного и не было вообще. Единственное, что вот было агентура, как это по-русски, биржа труда, представители биржи труда. Вот они сказали, что да, ищите предложения, приходите к нам, будем по месту разговаривать, ничего конкретики такой нету, ну и все. Я показал им свое типа резюме, показал свой диплом электротехника, переведенный на немецкий язык. Она, о, да, это типа крутая профессия, все вот круто, типа вы можете по ней работать, ну хотите ли вы? Я говорю, как бы, ну не очень бы хотелось бы двигаться в другом направлении, но типа вот надо же немецкий, вот если мне идти дальше в продаже, вот работаю в компании Huawei. Она говорит, о, у вас неплохой немецкий. Я говорю, да нет, какой, пообщаться-то я могу, а вот, допустим, там выявить какую-то потребность, то, что надо человеку правильно, но я уже вряд ли, наверное. Хотя, чем черт не шутит. Не знаю. Ну, так себе съездил, зато посмотрел, походил, себя, как говорится, показал. Да, очень много молодежи, которая просто вот, там с родителями пришла, и они там пытаются что-то выбрать в дальнейшем, сделать какой-то шаг, решить, чего им надо. Все как у нас. После школы ты думаешь, куда, где, чего. Так что, не знаю, поеду уже домой. Так что так вот заканчивается моя суббота. Жена, наверное, уже поспала. Хотя, я думаю, вряд ли она здесь спит, мне кажется. На этом, наверное, сегодняшний субботний влог я буду заканчивать. Вам спасибо за просмотр и до следующих видео. Пока!